Всем привет! Продолжаем серию уроков по работе с комбайном Bcombo. Сегодня мы рассмотрим работу с режимом постинг в профиль к себе. То есть, как оставлять посты в профиле к своим аккаунтам. Итак, как обычно, запускаем панельку, заходим, смотрим. Надо обновиться. Скачиваем обновление. Устанавливаем обновление. Копируем с заменой. Обновляем страничку. Все, у нас версия актуальная. Версия актуальная. Нажимаем Update. Это у нас происходит миграция в базе данных. То есть нужные таблички в базе данных появляются. И начинаем работать. Как обычно, нам для работы надо создать списки, которые мы будем публиковать, то есть списки постов. Создаем списки. Я сейчас создам два списка разных. Объясню почему. У нас можно посты задавать либо рандомные, то есть задали текст и папочку с картинками указали на сервере, где стоит Zenopposter, либо каждый пост прописать в панельке, то есть чтобы соответствие было между картинкой и текстом. Смотрите, начинаем. Создаем новый список. Это у нас посты рандом. Потом мы рассмотрим уже по-разному. Создали. Давайте сразу создадим all. Это будут и рандомные, и такие. Тоже покажу, как это все делать. И обычные, и посты, которые с соответствием картинка, текст. Так. Назовем пост in database. Пускай будет так. И идем редактировать, создавать наши посты. Вот смотрите, давайте сначала рассмотрим посты рандомные. Посты рандомные. То есть мы можем задать, смотрите, заходим в папочку, в рабочую, где у нас стоит шаблон. Где шаблон. Создаем там папочку img и в ней папку под наш проект. Например, вот назову его единичка. Вот смотрите, что у нас получается. Вот здесь описано, что надо создать рабочая папка, папка с изображениями. У нас там папка с изображениями троечка идет. Если мы не укажем картинки, папку, то у нас просто без картинок будет публиковаться одни тексты. Если мы указываем с картинками, то у нас будут картинки. Вот у нас папочка 3. То есть вот глядите, рабочая папка AMG 3. Я ее назвал. 1. Ну давайте 3. Чтобы уж. Например, 3. Без разницы, как вы назовете, любое. Здесь указываем вот имя именно конкретно этой папки. А здесь указываем тексты. Картинки я сюда уже закидал, простые, ну, просто какие-то там природа или обои на рабочий стол. Пускай их постят. Вот. И посты.
Красота. Хочу быть здесь. Ну, к примеру, вот 3 поста, ну, сколько угодно, то есть можно постов сколько угодно, как обычно сделать. Submit нажимаем. Вот они у нас, вот здесь показан текст поста. Здесь показано, что у нас картинка из папки. Если удалить пост, удаляем пост. Это я сейчас попозже объясню продолжение. Вот это у нас первый вид готов постов. Смотрите дальше. Также можно посты делать вот так. Мы сейчас поставим post in database, edit list, нажимаем единичное добавление постов, то есть посты сами мы добавляем по одному. Смотрите, открываем картинку. Я накидал тут тоже на диск. Вот здесь у меня тигр. Кошки. Ну, к примеру. Вот они также у нас посты. Текст, картинка, текст, картинка, текст, картинка. Мы их можем объединить. Смотрите, как это делается. То есть не обязательно, чтобы у вас были посты так разбросаны, мы можем их объединить. Мы, смотрите, заходим в пост-лист. Вот, у нас все, скажем, все посты, скажем, опять же, привет, хай, это тестовый пост. Красота, природа и так далее. И здесь указали, например, циферку 3. Да? Нажимаем Submit. Вот они у нас, видите, добавились. И также просто нажимаем здесь, этот же список, но сюда добавляем наших вот этих вот тигров. Киски. Это по одному посту, то есть делаем. Кошечки. Очень красота. Вот смотрите, у нас появился такой вот уже более расширенный список, то есть у нас есть и рандомные посты, которые будут рандомно браться из папки, какую мы вот опять же вот указали, видите, в рабочей папке AMG, там 3, да, вот, и посты, которые с точным соответствием. Вот, картинки обязательно делаем JPEG, чтобы был, либо PNG, чтобы все нормально работало, чтобы все нормально подхватывалось. Все, в принципе, для постинга у нас все готово. Мы сейчас рассматриваем постинг в свои профили, примерно так же с небольшими изменениями будет постинг в группы, в которых мы состоим. Но это будет отдельная тема урока,
Не знаю, успею сегодня записать или нет. Сейчас мы дальше настроим наш режим. Итак, идем в наши аккаунты. В аккаунты. Выбираем аккаунты, в которые будем публиковать. Нажимаем добавить задачу. И вот смотрите, то есть мы можем себе добавлять задания, да, мы можем целое расписание, как обычно, делать на много разных видов заданий. Но мы сейчас рассматриваем так, как постинг. Вот сейчас рассказываю конкретно про него. Выбираем режим постить профиль. Постить профиль. Нажимаем добавить задачу. Хотя, ну, как вы понимаете, в нормальной работе мы делаем список постов, как обычно, ставим фарм интересов, инвайтинг ставим, то есть, чтобы аккаунты жили своей жизнью, лайкинг ставим, комментирование, тоже это сейчас, не знаю, успею сегодня или нет, урок отдельный тоже по комментам будет. Вот, ну, так как мы сейчас один режим, мы сейчас смотрим именно постинг. Постить в профиль. Нажимаем Task. Ну, как обычно, логин настраиваем. Активируем. Мы не инвайтим, поэтому можно просто это пробежать. Вот, смотрите, у нас настройки постинга в профиль. Это у нас список постов, которые мы хотим размещать на своих аккаунтах. Мы вот создали их 3, да, список. Ну, давайте вот мы сейчас ставим полный, да, то есть и рандомные, где посты, и посты, которые с точным соответствием картинка-текст. Дальше. Запускаем один раз или ежедневно. Объясняю, что это такое. Мы можем, если мы укажем один раз, вот once, если мы укажем один раз, то это задание выполнится только один раз и удалится из заданий. То есть завтра оно уже постить не будет. Если нам надо там постить каждый день, мы выбираем каждый день, потом мы выберем, сколько постов в день постить. Он постит по одному посту. То есть мы ставим, если, повторюсь, один раз, значит задание удалится и только сегодня. То есть если у вас это какие-то специализированные посты, вам надо выбрать режим один раз и все. Если у вас посты для того, чтобы, ну как, жизнь аккаунтам придать, и, то есть ленту, чтобы он создавал аккаунт, выбираем каждый день и будет постить. Извините, как мы это все сделали. Далее, разрешить разным аккаунтам постить одинаковые посты. То есть, глядите, у нас аккаунтов, скажем, там 100 штук, а постов мы сделали 10. Если мы выберем разрешить, поставим yes, то аккаунты будут, каждый отпостится. Каждый аккаунт отпостит пост и будет публиковать, ну, то есть будут повторы. То есть, ну, для ведения аккаунтов это не так важно, тем более, если мы используем рандомные, там, например, картинки с текстами, ну, несовмещенные. Вот, это для ведения аккаунтов. Если же нам строго надо, чтобы аккаунт один отпостил, только один пост и все, дальше другие аккаунты то же самое не постили, то тогда мы выбираем нет. Дальше. Разрешать одному аккаунту постить одинаковые посты. Это если мы ставим публиковать каждый день, у нас тогда аккаунты, если посты закончатся, то он пойдет по кругу, снова будет эти же посты брать. Эти же посты он будет брать. Мы не разрешаем, ну давайте не разрешаем, чтобы одно и то же постило.
А это пускай, ну, пускай разрешим. Нажимаем Activate. Все, настройки данного режима простейшие, все. Смотрите еще один нюанс. Так как у нас с вами, посты, вот они сейчас начнут, когда публиковаться, и если мы запретим публиковать посты одни и те же, то будет в логе выводиться, когда посты закончатся, что посты закончились. Что сделать, если мы хотим, чтобы продолжил постить? Мы можем зайти в список постов в любой, да, и нажать кнопку «Сделать сброс списка». То есть, если мы сбрасываем вот этот вот список, то у нас начинаются посты снова, ну, как будто бы для комбайна, как будто они не публиковались. Но они в статистике действий аккаунтов все равно остаются. То есть, это не обнулится, мы все равно в статистике увидим, сколько постов у нас аккаунты сделали. Также смотрите, то есть, в принципе, оно все настроено. Обращаю внимание, старайтесь, программа на данный момент не разбирает картинки, размеры, да. То есть для программы надо, чтобы просто, ну, была картинка, когда вы загружаете ее. Но вы можете сделать, скажем так, вам обязательно надо самому проконтролировать, чтобы не очень маленькая была, а то это не запостится. И там не очень большая. То есть за этим сами следите тоже обязательно. И еще смотрите, еще один нюанс. Например, вот идем в наши посты, да. Вот. У нас есть. Можно просто, смотрите, пишем: это текстовый пост. Нажали «Это текстовый пост», и у нас в списке постов появляется пост без картинки. То есть тут картинка поститься не будет, просто будет текст запущен. Это, например, когда вы там напишите: зайди на супер сайт google.com, да, к примеру. Зайди на супер сайт google.com, чтобы у вас превью было, а не картинка. Чтобы у вас была превьюшка сайта, а не картинка. Вот. Либо мы можем, смотрите, хотим просто, чтобы было заполнение без текстов. Мы выбираем единичное добавление постов. Мы выбираем, например, просто выбираем картинку. Какой-нибудь, вот, без разницы. Вот. Нажимаем текст, видите, мы текст не указываем, нажимаем добавить пост, и у нас что получается? Правильно, у нас получается пост с нулевым текстом. Комбайн разберется и не опубликует, когда он увидит вот это вот «ну», он опубликует только картинку без текста. Ну, как обычно, то есть удаление. Уже поняли, да? То есть удалить пост, да, удаляются посты. Все. Данный режим готов к работе. Как обычно, запускаем, обновляем шаблон в Zen-Poster и просто перезапускаем Zen. Просто перезапускаем Zen. Сейчас еще обращу ваше внимание на один момент, с которым столкнулись. Это я отдельный урок сделаю по возможным ошибкам. Ну вот, пока смотрите, чтобы видели, тем, кто ставит тайм-аут. То есть некоторые из пользователей ставят тайм-аут, они сами ограничивают время работы аккаунта.
В данном случае оно на самом деле не нужно, но вот кто ставит, обратите внимание вот на такой вот момент. Где ставим остановка, если мы ставим тайм-аут выполнения, да, например, не знаю, там 600 секунд, да, что аккаунт 600 секунд, обязательно ставьте вот эту вот галку, чтобы аккаунт, если он выполняется больше 10 минут в данном случае, чтобы аккаунт отработал как будто по ошибке, по тайм-ауту и перевелся в режим free, то есть в свободный. Если мы галку не поставим, он останется для комбайна запущенным, просто ошибка вылетела и все, а аккаунт запущен, его просто в следующий раз не возьмет. Правда, говорю, на данный момент я не думаю, что это актуально, чтобы ставить данное прерывание. Но если вы ставите, обязательно ставьте эту галочку. Ну и все, как обычно, запускаем, ставим -1. Сколько делать, чтобы аккаунты начали работать. Они будут у нас забираться в работу. И сейчас на данный момент делать публикации. Вот. Так что ничего в данном режиме особо сложного нет. Пользуйтесь. И сейчас я постараюсь быстро про другие режимы, какие я тестировал и запустил. Это комментирование, это поздравление с днем рождения, это публикации и спам в группы. Вот это вот все тоже попробую, пока свет горит, успеть сделать. И всех с наступающим Новым годом. Не забываем, если кто сейчас хочет купить до Нового года, на комбайн действует скидка, пока все режимы, инструкции по всем режимам еще не сделаны. Вот, после Нового года уже будет регулярная цена, то есть поднимется. Можете писать мне в Telegram. Ну и всем профитов, побольше зарабатывать, поменьше банов и удачи.